Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусных, сочных, на тонком тесте дагестанских чуду. Они подходят как на праздничный стол, так и на домашний семейный ужин. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Уж очень они вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 700 грамм муки пшеничной высшего сорта, всегда заранее просеиваю, делаем углубление, добавляем 1 чайную ложку соли, у меня морская. Добавляем 400 мл воды комнатной температуры, у нас должно получиться мягкое эластичное тесто. Воды может понадобиться чуть больше или чуть меньше, поэтому смотрите на готовый результат, какое тесто должно получиться. Оно должно быть мягкое, но хорошо держать форму. Оно пока отдохнет, оно еще будет мягче у вас. Поэтому сейчас на стол выкладываем и будем еще вымешивать минут 5. Накрываем либо пленкой, либо емкостью. И дадим нашему тесту отдохнуть минут 30, чтобы максимально клейковина муки раскрылась. А сейчас приготовим начинку. У меня говяжьего фарша 700 грамм. Я обычно добавляю бараний жир, но сегодня я добавляю говяжий жир. Говяжьего жира у меня 100 грамм. Если вы не хотите добавлять жир, можете добавить 100 грамм сливочного масла. Сюда же добавляем натертые на крупной терке 2 большие картофелины. Сок обязательно добавляем в начинку, не отжимаем, чтобы сочные чудо получились. Также я нарезала 2 большие головки лука. Предварительно нарезала очень мелко и потом пожимкала, чтобы лук был мягкий, не прорвал при формировании чуду теста. И сейчас будем добавлять сюда все необходимые специи. Итак, мы добавляем соль. Из расчета на 100 грамм фарша мы добавляем 1 грамм соли. Значит, здесь у меня на 700 грамм фарша 7 грамм соли. Соли я еще немножко добавляю, так как есть еще другие овощи. Зира, я очень люблю зиру. 1 чайную ложку зиры вот так перетираем для лучшего вкуса и аромата. Добавляем по чайной ложке красного молотого перца, паприки, черного молотого перца и обязательно добавляю кориандр. Мне очень нравится. Также добавляю 80 мл воды для сочности. Чудо получаются очень сочные. Все хорошо до однородности перемешиваем. И у нас начинка получилась очень воздушная. Все готово. Подпыляем мукой. Тесто великолепное. Посмотрите, какое оно нежное стало уже. И сейчас мы его делим сначала пополам. Нам нужно разделить. Тесто у нас получилось 620 кг. Нам нужно разделить его на 23 части по 70 грамм. Скатываем каждый кусочек в ровный шарик. И сейчас я буду устанавливать все на поднос, либо на противень. И накрываем все пленочкой. Минут 5 даю и начинаем раскатывать чудо. Вот такие. Через 5 минут берем по одному шарику и начинаем раскатывать. Подпыляем мукой и раскатываем тонко. Жарить будем на сухой сковороде. У меня железная панель варочная, поэтому вы уже сковородку включаете. И желательно брать толстостенную. Вот так должно получиться, очень тонко. Подпыляем поверхность мукой. Здесь мы будем формировать чудушки. И вот таким образом определяем середину. Мясо обязательно прокручиваем, потому что сок выделяется. И выкладываем фарш тоненьким слоем. Все великолепно на сухой сковороде пропекается, поэтому допекать в духовке ни в коем случае не нужно. Ничего сырым не остается.
Второй стороной накрываем, немножко придавливаем края обязательно. И прохожусь еще по краю фигурным резаком. Он фактически все хорошенько закрепляет. Вот так, все готово. И теперь только успеваем. Одно готовится, второе пропекается. Подключайте к этому процессу семью, готовьте это с детьми. Это очень укрепляет отношения. Уже в следующий раз, когда уже будете во второй раз готовить, вы уже сами для себя определите, какие чудушки хотите по размеру. Если хотите более маленькие, то меньше гранулировку. Если хотите вот побольше, побольше. Мне вот 70, очень нравится 70 грамм именно. По 4 минуты обжариваем с каждой стороны. Я катаю, формирую чуду, а моя дочь их пропекает. Кстати, я хочу сказать, что на канале моей дочери очень много интересных и вкусных рецептов выпечки. Заходите, мои дорогие. Канал называется Lydia Sweets. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Очень буду благодарна вам за подписку, комментарии и лайки. Итак, посмотрите, какие симпатичные чуду у нас получаются. Я уже подготовила блюдо. Мы сейчас готовые чуду будем выкладывать на блюдо. Готовые чуду выкладываем на блюдо и смазываем сливочным маслом, чтобы они стали еще более мягкие и со сливочным вкусом. Итак, дорогие друзья, чуду получились очень нежные, сочные, тонкое тесто и сочная начинка. Великолепно пропеклись и очень сытные и вкусные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.